Сегодня у нас прямой эфир, где мы будем разговаривать с замечательным человеком из Турции. Он живет в Турции, он изучает русский язык самостоятельно в Турции, и сегодня он поделится своими секретами, как он учит русский язык сам, насколько это трудно или нет. Привет! Здравствуйте всем! Здравствуйте. Так, расскажите немного о себе. Меня зовут Альпер, мне 36 лет, живу и работаю в Турции. Я живу и работаю в Анкаре. Там, может быть, а вас зрители знают, а вас нет. Это столица Турции. И, сейчас я в Бодруме, это я приехал здесь для отпуска, слушать музыку, смотреть фильмы, смотреть русские сериалы, мелодрамы. Это интересно, потому что в России очень популярны турецкие сериалы, а вы смотрите русские, не турецкие. Да. Честно говоря, мне не нравятся турецкие сериалы. Я никогда не смотрю. Так, но вы неплохо говорите по-русски. Расскажите, как вы учили русский язык. Вы мне писали, что вы учили русский язык сами, учили Да. и учите, продолжаете. Как у вас это получилось? Надо сам вдохновляться. Вдохновление – это самое важные вещи, чтобы учиться иностранные языки. Я решил изучать русский язык около 2,5 года назад. Я сам учился и продолжаю учиться. Я купил 2 учебника. Во-первых, я учился русские буквы. Потом время я учился. Прошедшее время, настоящее время и будущее время и так далее. И правда, вы никогда не разговаривали с учителем, то есть вам ничего не объяснял преподаватель? Нет. Здесь я живу в Турции, и здесь в Турции, вы уже знаете, нет много населения, нет много русского населения, живущих в Турции. Поэтому я иногда сам говорю, как дурак. Да, я сам говорю, разговаривал. Я смотрел русские фильмы. Эти фильмы и сериалы очень помогли мне, чтобы правильно выговаривать. И у меня нет учителей, у меня нет курсов, у меня нет... Так, какая же у вас была тогда мотивация, какая у вас была цель, чтобы учить русский язык? Вот уже больше 2 лет, да, вы сказали, 2,5 года вы учите русский. Что же вас заставило, если можно так сказать, что вас заинтересовало в русском языке? Я не знаю, только вдохновление. Я не знаю, почему. У меня нет цели познакомиться с русскими туристами. Нет, у меня нет дела на работе. И у меня нет таких целей. И не было. Но вы знаете, только, во-первых, когда один раз я побывал в Анталии для отпуска, я увидел русские буквы. Так. Буквы.
Знаете, Ну, э, я проезжала мимо Анталии, ездила из Анталии в Аланию, и я видела, что очень много рекламы на русском языке, потому что много туристов из да, да. России в Турции. И потом я поискал Мгм. русские каналы. И русские, русские буквы это другие буквы. Мгм. Это другой алфавит. И это мне стало интересно. Мгм. И это сложный язык, и у меня всегда было вдохновление в своей жизни, чтобы успеть тяжелые вещи. Мгм. Так. Поэтому я начал изучать русский язык и еще стараюсь развивать свой русский уровень. Я не знаю, признаюсь, что я, я не безупречно. Мгм. У меня много ошибки. Я много ошибался и еще ошибаюсь. Мгм. Я в курсе Но это профессию, же не но страшно, но вас же не пугает. То есть вот вы сейчас со мной говорите по-русски, не по-турецки, не по-английски, а по-русски. Да, вы делаете ошибки, но они вас не пугают. Вы продолжаете говорить. да, да, продолжу. Мгм. Мгм. Это мое вдохновение. У меня нет дела на работе, только сам. Только я сам вдохновляюсь. Мгм. Как часто вы занимаетесь тогда русским языком? Если вы учите самостоятельно, у вас есть какое-то расписание, то есть в понедельник, не знаю, там я читаю, во вторник я смотрю фильм, в среду я что-то еще делаю. Вот у вас есть расписание или вот тоже по вдохновению? Сегодня хочу, завтра не хочу. Дорогая учительница Марина, дай мне объяснить что-то. Чтобы развивать русский уровень, надо жить иностранный язык. Супер. Да, надо жить, как будто жить, везде. Мгм. Например, я поменял свое меню на телефон по-русскому. Это, Супер. Мгм. это использую. Все по-русскому на свой телефон. Во-вторых, я всегда смотрю русские сериалы, русские каналы, только по-русскому. Мгм. Без Э, субтитров. Да, через интернет, через ТВ и так далее. Даже я много актрис и актеров знаю. Поэтому, да. И только смотри, во-вторых, тогда, если мы считаем, во-первых, надо жить по-самому, Мгм. надо жить иностранный язык. И во-вторых, конечно, надо заниматься с помощью учебника. Например, Мгм. я всегда, Так, видим. да, это глаголы. Мгм. Например, я всегда, у меня всегда учебник с собой. И э, примерно, если конкретно, примерно 1 или 2 часа я занимаюсь русским языком каждый день. Мгм. Каждый день. Я не стараюсь, я стараюсь следовать этот расписание. Я стараюсь следовать четкое расписание, понимаете? Мгм. Вот это, это мой стиль, чтобы заниматься русским языком. Да, Вы меня удивили, что даже в отпуске учебник русского языка всегда с вами. То да. есть вы идете на пляж, там, не знаю, отдыхать на море с учебником русского языка. Это супер, это отлично. Кто еще среди наших слушателей делает так же? Скажу честно, я, например, когда еду отдыхать, я не беру учебник по итальянскому или по английскому.
к сожалению. Я вами восхищаюсь, это супер круто. Так, но я думаю, для многих будет интересно. Все всегда говорят, что русская грамматика очень трудная, ее вообще не понять. Как вы смогли понять русскую грамматику самостоятельно? Честно говоря, я еще запутаюсь, Мгм. особенно с падежами. Мгм. Я еще запутаюсь. И, Мгм. во-первых, чтобы правильно разговаривать, чтобы правильно выговаривать, надо учиться грамматику русского языка. Мгм. Это чтобы правильно разговаривать. Если вы не хорошо знаете, если вы не хорошо знаете грамматику, люди могут понимать вас, но как будто дайте мне пример по-английскому. I go school. I go school. I 20 to age и так далее. Это неправильно. Так бывает. Мгм. Люди могут понимать тебя, но это не может быть правильно. Надо учиться русского грамматику русского языка. Надо надо устроить четкое расписание. Мгм. Что я сделал? Честно говоря, я потратил 6 месяцев, чтобы хорошо понимать русскую грамматику. Такой момент, когда вот вы занимались русским языком и в какой-то момент поняли, нет, все, это очень трудно, я больше не хочу. Или вдохновение все эти 2,5 года было всегда у вас? То есть не было такого спада, все, нет, никогда, никакой русский, ни за что. Нет, у меня никогда не было. Нет. Мгм. Вы Это- супер мотивированный. я сама мотивированный, да, это Мгм. правильно. Так, хорошо. Вот сейчас вы уже неплохо говорите по-русски. У вас уже много русских друзей. Вы не боитесь в Турции говорить с русскими туристами? Да. Много. То есть сейчас вы уже много говорите по-русски не только сами с собой, но и на улице. Нет. У меня нет русских друзей здесь. У меня нет Мгм. русских учителей здесь. У меня нет русских знакомых здесь. С кем тогда вы говорите по-русски? Э, у меня девушка и но она не русская, она из Азербайджана, и я говорю с ней по-русски. То есть она тоже знает русский язык. Да, ее родный язык русский язык. Отлично. Так, хорошо. Но все-таки вот эта вот практика у вас есть. Покажите учебник, да, который вот, с которым вы приехали на отдых, покажите, как он выглядит. Хорошо. Это по-турецкому вопрос. Я поняла, да. Это Рус Дели Граммери, да? Правильно Да, читаю по-турецки? там написан fiiller. Fiiller Мгм. значит глаголы. Мгм. Это значит Так. глаголы в турецком. Мгм. Я правильно понимаю, что в Турции есть российские телеканалы? Есть. Да, то есть вы смотрите российское ТВ и плюс Да, что-то в интернете находите. да. Хорошо. Есть. Так, и мы с вами сейчас находимся в Инстаграме, да, то есть вы пользуетесь социальными сетями. Помогает ли учить русский язык социальные сети? Конечно. Кроме вас,
э, кроме вас, э, я много сети, я много сети подписывался, Да. Мгм. которые изучают русский язык. Э, Мгм. Некоторые из них живут в Турции, некоторые из них живут за границей. Да, я воспользовался. Мгм. Соцсети тоже. Да, Так, да, да, хорошо. конечно, конечно. Отлично. Вы слушаете, вы смотрите, вы говорите. Вы пишете на русском языке? Да. Расскажите, как вы пишете? Когда вы делаете задание или вы пишете, не знаю, там, Ну, свои тексты, свою книгу или нет, письма? когда я занимаюсь русским языком, я пишу Мгм. на русском языке. Я могу читать и писать. И также, Мгм. когда я переписываю с своей девушкой, Мгм. э, я, я предпочитаю написать по-русскому. Мгм. То есть по телефону вы тоже пишете полностью по-русски Да, со своей конечно. девушкой? Да, Мгм. конечно. Так, Мой меню на телефоне уже на русском языке. так, хорошо. Ваши турецкие друзья, знакомые не удивляются, что вы занимаетесь русским языком, или они очень хорошо вас понимают? Они хорошо меня понимают, потому Мгм. что русский язык, они тоже знают, что русский язык очень распространенный язык. Мгм. Э, Даже в Азербайджане, в Армении, в Молдове, в, э, в бывших СССР странах еще Мгм. популярный Мгм. и распространенный язык. И еще есть отношения с Россией. Поэтому, кроме английского языка, они меня хорошо понимают. Лучше, кроме английского языка, лучше э, изучать русский язык. Да. Мгм. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, вообще, люди в Турции, много людей изучают русский язык или не очень много? Как вы думаете? По-моему, многие люди хотят изучать русский язык, и э, они хотят, но большинство из них не э, продолжают изучать русский язык, потому что большинство из них со временем сдаваются. Да, все, хватит, больше не хочу, да, сдаюсь. Так, мгм, Да. Поэтому большинство из учеников, у большинства из учеников есть уровень А1 или А2. мгм, мгм. Так, хорошо, отлично. Ну, вы меня прям сегодня очень удивили. Правда, вы большой молодец, что у вас есть такое вдохновение, и ничего вам не мешает, да, даже на отдыхе изучать русский язык. Это отлично, это просто супер замечательно. Как вы думаете, в будущем, вам пригодится русский язык? У меня никогда не было такого ожидания. Это Мгм. меня, это меня выгодит, пригодится и так далее. Мне только понравилось. И Мгм. учился и учусь, и все. Не Всё. знаю, что, Не ищете выгоды. да, не знаю, что в будущем будет ли выгодно для меня. Мгм. Так, хорошо, отлично, спасибо. Это было очень интересно. И Пожалуйста. еще раз повторю, что вы меня очень удивили. Вы молодец. И спасибо, Альпер, что согласились принять участие в прямом эфире. Пожалуйста. Скоро Взаимно. интервью. А? Взаимно. Да. Вот видите, он хорошо говорит, вот просто отлично вы говорите. Так что даже не переживайте. Продолжайте учить русский язык. Продолжайте смотреть фильмы, слушать песни, читать статьи. Это все очень полезно. И, Все, и, и, и,
Извини, я перестал. Мгм. И продолжаю следовать вас на Инстаграм. Спасибо, да. Все, спасибо и всем, что слушали нас. И до скорого. Пока-пока. Здорово. Пока-пока. Пока-пока. Хорошего дня.